По-настоящему неполадки у Лероя Кливи начались, когда он вел почтолет 243 по неосвоенному звездному скоплению пророка-угольника. Лероя и прежде-то удручали обычные трудности межзвездного почтальона. Старый корабль, изъязвленные трубы, невыверенные астронавигационные приборы. Но теперь, считывая показания курса, он заметил, что в корабле становится невыносимо жарко. Он подавленно вздохнул, включил систему охлаждения и связался с почтмейстером базы. Разговор велся на критической дальности радиосвязи, и голос почтмейстера еле доносился сквозь океан статических разрядов. «Опять неполадки, Кливи?» – спросил почтмейстер зловещим голосом человека, который сам составляет графики и свято в них верует. «Да как вам сказать?» – иронически ответил Кливи. «Если не считать труб, приборов и проводки, все прекрасно. Вот разве изоляция и охлаждение подкачали?» «Действительно, позор», – сказал почтмейстер, внезапно преисполняясь сочувствием. «Представляю, каково тебе там». Кливи до отказа крутанул регулятор охлаждения, отер пот, заливающий глаза, и подумал, что почтмейстеру только кажется, будто он знает, каково сейчас его подчиненному. «Я ли снова и снова не ходатайствую перед правительством о новых кораблях? Похоже, они считают, будто доставлять почту можно на любой корзине». В данную минуту Кливи не интересовали заботы почтмейстера. Охлаждающая установка работала на полную мощность, а корабль продолжал перегреваться. «Не отходите от приемника», — сказал Кливи. Он направился в хвостовую часть корабля, откуда как будто истекал жар, и обнаружил, что 3 резервуара заполнены не горючим, а пузырящимся раскаленным до бела шлаком. 4-й на глазах претерпевал такую же метаморфозу. Мгновение Кливи тупо смотрел на резервуары, затем бросился к рации. «Горючего не осталось», — сообщил он. «По-моему, произошла каталитическая реакция. Говорил я вам, что нужны новые резервуары. Сяду на первой же кислородной планете, какая подвернется». Он схватил аварийный справочник и пролистал раздел о скоплении пророка-угольника. В этой группе звезд отсутствовали колонии, а дальнейшие подробности предлагалось искать на карте, на которую были нанесены кислородные миры. Чем они богаты помимо кислорода, никому не ведомо. Кливи надеялся выяснить это, если только корабль в ближайшее время не рассыплется. «Попробую 3М-22», – проревел он сквозь нарастающие разряды. «Хорошенько присматривай за почтой. Я тотчас же высылаю корабль». Кливи ответил, что он сделает с почтой, со всеми 20 фунтами почты. Однако к тому времени почтмейстер уже прекратил прием. Кливи удачно приземлился на 3М-22. Исключительно удачно, если принять во внимание, что к раскаленным приборам невозможно было прикоснуться. Размягшие от перегрева трубы скрутились узлом, а почтовая сумка на спине стесняла движение. Почтолет 243 вплыл в атмосферу словно лебедь, но на высоте 20 футов от поверхности отказался от борьбы и камнем рухнул вниз. Кливи отчаянно силился не потерять остатки сознания. Борта корабля приобрели уже темно-красный оттенок, когда он вывалился из запасного люка. Почтовая сумка по-прежнему была прочно пристегнута к его спине. Пошатываясь, с закрытыми глазами он пробежал 100 ярдов. Когда корабль взорвался, взрывная волна опрокинула Кливи. Он встал, сделал еще 2 шага и окончательно провалился в небытие. Когда Кливи пришел в себя, он лежал на склоне маленького холмика. Он пребывал в непередаваемом состоянии шока. Он огляделся и увидел, что мимо пробегает маленький зверек, величиной с белку, но с темно-зеленым мехом. Когда зверек приблизился, Кливи заметил, что у него нет ни глаз, ни ушей. Это его не удивило. Напротив, показалось вполне уместным. На кой черт сдались белке глаза и уши? Пожалуй, лучше, что белка не видит несовершенства мира, не слышит криков в поле. Появился другой зверь, величиной и формой тела напоминающий крупного волка, но тоже зеленого цвета. Параллельная эволюция, она не меняет общего положения вещей. У этого зверя тоже не было глаз, но в пасти сверкали 2 ряда мощных клыков. Кливи наблюдал за животным с вялым интересом. Он заметил, что в 5 футах от волка белка замерла на месте.
Волк медленно приближался. На расстоянии 3 футов он, по-видимому, потерял след, вернее, запах. Он затряс головой и медленно описал возле белки круг. Потом снова двинулся по прямой, но уже в неверном направлении. «Слепой охотится на слепца», — подумал Кливи, и эти слова показались ему глубокой извечной истиной. На его глазах белка задрожала вдруг мелкой дрожью. Волк закружился на месте, внезапно прыгнул и сожрал белку в 3 глотка. «Какие у волка большие зубы!» — безразлично подумал Кливи. И в тот же миг безглазый волк круто повернулся в его сторону. «Теперь он съест меня», — подумал Кливи. Его забавляло, что он окажется первым человеком, съеденным на этой планете. Когда волк ощерился над самым его лицом, Кливи снова лишился чувств. Очнулся он вечером. Уже протянулись длинные тени. Он помнил катастрофу, но так, словно она происходила 1000 лет назад. Корабль сгорел, он отошел поодаль и упал в обморок. Потом повстречал волка и белку. Кливи неуверенно встал и огляделся по сторонам. Должно быть, последняя часть воспоминаний ему пригрезилась. Его бы давно уже не было в живых, окажись поблизости какой-нибудь волк. Тут Кливи взглянул под ноги и увидел зеленый хвостик белки, а чуть поодаль ее голову. Он лихорадочно пытался собраться с мыслями. Значит, волк и в самом деле был. Да к тому же голодный. Если Кливи хочет выжить до прихода спасателей, надо выяснить, что тут произошло и почему. У животных не было ни глаз, ни ушей. Но тогда каким образом они выслеживали друг друга? По запаху? Если так, то почему волк искал белку столь неуверенно? Послышалось негромкое рычание, и Кливи обернулся. Менее чем в 50 футах появилось существо, похожее на пантеру, на зеленовато-коричневую пантеру без глаз и ушей. «Проклятый зверинец», — подумал Кливи и затаился в густой траве. Чужая планета не давала ему ни отдыха, ни срока. Нужно же ему время на размышление. Как устроены эти животные? Не развито ли у них вместо зрения чувство локации? Пантера поплелась прочь. У Кливи чуть отлегло от сердца. Быть может, если не попадаться ей на пути, пантера? Едва он дошел в своих мыслях до слова «пантера», как животное повернулось в его сторону. «Что же я сделал?» – спрашивал себя Кливи, поглубже зарываясь в траву. «Она не может меня учуять, увидеть или услышать. Я только решил ей не попадаться». Подняв морду кверху, пантера мерным шагом затрусила к нему. Вот оно что. Животное, лишенное глаз и ушей, может обнаружить присутствие Кливи только одним способом телепатическим. Чтобы проверить свою теорию, Кливи мысленно произнес слово «пантера», отождествляя его с приближающимся зверем. Пантера яростно взревела и заметно сократила разделяющее их расстояние. В какую-то ничтожную долю секунды Кливи постиг многое. Волк преследовал белку при помощи телепатии. Белка замерла. Быть может, отключила свой крохотный мозг. Волк сбился со следа и не находил его, пока белке удавалось тормозить деятельность мозга. Если так, то почему волк не напал на Кливи, когда тот лежал без сознания? Сейчас основная задача – это пантера. Зверь снова взвыл. Он находился всего лишь в 30 футах от Кливи, и расстояние быстро уменьшалось. Главное не думать, решил Кливи, не думать, а думать о чем-нибудь другом. Тогда, быть может, может быть, она потеряет след. Он принялся перебирать в уме всех девушек, которых когда-либо знал, старательно припоминая мельчайшие подробности. Пантера остановилась и в сомнении заскребла лапами по земле. Кливи продолжал думать о девушках, о космолетах, о планетах, и опять о девушках, и о космолетах, и обо всем, кроме пантеры. Пантера придвинулась еще на 5 футов. «Черт возьми!» – подумал он. «Как можно не думать о чем-то? Она все же приближается!» Кливи понял, что человеческий ум не так-то просто поддается бесцеремонному сознательному торможению. Для этого нужны время и практика. Ему осталось около 15 футов на то, чтобы научиться не думать о...
Ну что ж, можно ведь думать о карточных играх, о вечеринках, о собаках, кошках, лошадях, овцах, волках. Убирайтесь прочь! О синяках, броненосцах, пещерах, логовах, берлогах, детенышах. Берегись панигириках и эмпириках, и мазуриках, и клириках, и лириках, и трагиках. Примерно 8 футов. Обедах, филе, миньонах, фиалках, финиках, филинах, поросятах, палках, пальто и п-п-п-п. Теперь пантера находилась в каких-нибудь 5 футах от него и готовилась к прыжку. Кливи был больше не в состоянии изгонять запретную мысль. Но вдруг, в порыве вдохновения, он подумал: «Пантера-самка!» Пантера, все еще напрягшаяся для прыжка, с сомнением повела мордой. Кливи сосредоточился на идее пантеры-самки. Он и есть пантера-самка. И чего, собственно, хочет добиться этот самец, пугая ее? Он подумал о своих, черт, самкиных детенышах, о теплом логове, о прелестях охоты на белок. Пантера медленно подошла вплотную и потерлась о Кливи. Он с отчаянием думал о том, какая прекрасная стоит погода, и какой мировой парень эта пантера, такой большой, сильный, с такими огромными зубами. Самец замурлыкал. Кливи улегся, обвил вокруг пантеры воображаемый хвост и решил, что надо поспать. Пантера стояла возле него в нерешительности. Казалось, чувствовала, что дело неладно. Потом испустила глубокий горловой рык, повернулась и ускакала прочь. Только что солнце село, и все вокруг залила синева. Кливи обнаружил, что его сотрясает неудержимая дрожь, и он вот-вот разразится истерическим хохотом. Задержись пантера еще на секунду, он с усилием взял себя в руки. Пора серьезно поразмыслить.